Дорогие друзья, это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я Екатерина Варади, создатель и ведущая этого канала. Сегодня я прожила 103-й день после ухода из жизни моего сына Ивана, младшего. И сегодня мы продолжаем обсуждать ваши комментарии. Это продолжение выпуска. Вот первую часть я выпустила вчера, сейчас продолжение. И будут очень интересные темы. Ну, по мне, очень интересные. Это по поводу поповских баек, верить ли в них или нет. Что такое религия? Это утешение или, наоборот, опиум для народа. Существует ли жизнь после смерти? Что я думаю по этому поводу и вообще за и против. И в общем-то, наверное, вот эти вот основные темы, они достаточно подробно, я их обсуждаю. Выпуск получился длинный, но просто я не смогла это разделить, потому что настолько все переплетается друг с другом. Да, еще, конечно, вопрос, что делать, если потеряли вы интерес и к жизни, и желание жить. Опять же, не даю никому никаких советов, рассказываю, что делаю сама, и что мне кажется, как обычному человеку, маме, ни в коем случае не эталона, не того, кому нужно подражать. Просто вот все, о чем я говорю, я проживаю сама. И я об этом буду говорить в конце выпуска, но уже сейчас я скажу еще раз огромное спасибо всем, кто высказывается. Причем неважно, высказываетесь вы по-доброму или не очень, согласны вы со мной, не согласны. Я считаю, мы тогда с вами сможем выговориться, помочь друг другу, когда мы будем высказывать то, что у нас на душе. Понимаете, без этого невозможно. То есть я вполне понимаю, что есть люди, которые не придерживаются моей точки зрения и не будут ее придерживаться, потому что они уверены в другом. И это нормально, потому что сколько людей, столько мнений. Но в любом случае высказывайтесь. Высказывайте то, что накипело. Давайте с вами обсуждать. Давайте сделаем наш канал безопасным местом, в котором можно высказаться. И местом, в котором за ваше мнение вам не откусит голову. Ну, понятно, что какие-то очень злобные комментарии я просто, наверное, не буду озвучивать. Хотя вот в предыдущем я озвучила некоторые. И, в принципе, на этом все. Единственное, девочки, в основном у нас женщины все-таки, у меня огромная просьба, давайте с вами не уходить в политику, потому что я понимаю, что сейчас очень тяжелое время. Сейчас идет война, и на этом канале получается, что есть мамы, которые потеряли сыновей на одной стороне и которые потеряли сыновей на другой стороне. Вы знаете, мое глубокое убеждение, что там, куда наши дети попали, там войны нет. И там нет разделения, там нет ненависти. И мы с вами, мы все равно готовимся к тому, что мы тоже туда попадем рано или поздно. Давайте не будем пешками в руках тех фигур, которые сейчас пытаются в мире диктовать свою злую волю. И мы поддаемся на это, потому что неизбежно, потому что если у вас умер сын, с одной стороны, вы, естественно, ненавидите противника, это нормально. И другая сторона тоже. И начинаются споры, кто напал, да кто не напал, кто виноват, когда это начинается. Понимаете, это абсолютно... Это не поможет пригасить ваше горе и боль, потому что никогда злоба, никогда, даже справедливая злоба, даже справедливая ненависть не приведет вас к покою и к миру. А то, что нам нужно после ухода наших близких, это обрести какое-то подобие мира, при котором мы сможем просто существовать. Иначе в жизни просто не будет смысла. Вот, поэтому я сознательно пропускала, я старалась ответить на все комментарии, но я сознательно пропускала политические, потому что для меня это принципиально важно, что наш канал свободен от политики, и любой человек, любой национальности может поговорить о своей потере. И мы не будем вдаваться в том, кто виноват в этой потере, мы каждый понимаем, кто виноват. Мы сейчас с вами занимаемся собой, как нам это принять, и как нам сделать так, чтобы нам было хорошо и нашим детям было хорошо. Дорогие мои, начинаем. Но, опять же, это точка зрения верующего человека. То есть человека, который
вот очень многие говорили, что мы не верим в поповские сказки. Вот здесь я немножко хотела бы, знаете, сделать такое отступление. В каком плане? Вот я сама же преподаю в воскресной школе детям. Но у меня не очень традиционная воскресная школа, потому что ко мне, ну, в связи с тем, что мы в Венгрии находимся, ко мне очень часто люди приходят, ребята приходят вообще для того, чтобы просто пообщаться по-русски. И приходят они с друзьями или просто сами по себе, вне зависимости от вероисповедания. То есть это значит, что ко мне в церковную школу ходят и православные, и католики, и протестанты, и атеисты, и люди, которые вообще не занимают никакую позицию, например, не крещенные. Есть мусульмане, которые приходят, есть иудеи, которые приходят. То есть, по-моему, только буддистов не было еще пока. Вот. Потому что, в принципе, я на своих занятиях рассказываю историю Ветхого Завета, историю Нового Завета. Я рассказываю о нашей религии, о вере, о православии. Но вы знаете, мое глубокое убеждение, что молодежь сейчас, когда будет запрос, она может все, что угодно найти в интернете. Любые молитвы выучить через интернет, что угодно. Очень важно, мне кажется, научить ребят и самой научиться вместе с ними. Просто по-человечески, по-доброму относиться друг к другу, вне зависимости от веры. То есть даже если человек рядом с тобой придерживается вообще других убеждений, это не значит, что он может быть оплеван, не значит, что на него можно сказать, а ты вообще типа как еретик, и отстань от нас, и вообще нафиг ты сюда пришел. То есть мы в любом случае должны показывать то, что мы уважаем человека в человеке, вне зависимости от его убеждений. И у нас, кстати, в лагере, один раз я же устраиваю лагерь, тоже уже 15 лагерей прошло. В одном из лагерей ребята стали пытаться травить одного из мальчишек по поводу того, что он не православный. Вот, стали, нафиг ты вообще приехал в наш православный лагерь и так далее. То есть вот это, знаете, буллинг такой начался. Я, например, до сих пор абсолютно убеждена, что в буллинге всегда виноваты взрослые, то есть в том, что они не заметить, это невозможно. Поэтому в лагере у нас буллинга не было никогда, потому что как только он начинался, ты сразу это замечаешь, ты просто сажаешь этих людей и разговариваешь. Не говоришь ай-яй-яй, какой ты нехороший, а пытаешься понять вот истоки этого. И, собственно говоря, там я сказала, ребят, а вот вы такие православные все, что-то я вас на воскресных богослужениях регулярно не вижу. Я что-то вот не вижу, чтобы вы жили, вот вы матом ругаетесь, я периодически слышу, вы то-то делаете, то-то. То есть сказать, что вы какие-то образцовые христиане, я вообще не могу. А если уж бы были бы образцовыми христианами, то уже последнее слово, которое вы могли бы сказать в жизни, это осудить кого-то за то, что он там, скажем, не христианин. Потому что, извините, что у нас в Библии написано? У нас написано «не судите, да не судимы будете». Вот и вообще-то, собственно говоря, религия у нас не про то, как судить другого, а про то, как нужно заниматься собой. То есть вот не смотреть на того Васю, который неправильно живет, а смотреть на себя, почему я неправильно живу, и пытаться себя изменить. Потому что в тот самый момент, когда ты себя изменяешь, оказывается, что и люди вокруг тебя изменяются тоже. Вот это, вы знаете, оно совершенно удивительным образом действует, просто потрясающе. Я когда-нибудь, когда в другом выпуске, когда я не буду отвечать на комментарии, а просто расскажу историю, которая меня убедила в том, что у нас есть испытания в жизни, как только мы их, вот этот урок, который нам дается, мы выучиваем, нам тут же дается другой урок, а этот уже не дается больше. Все. То есть испытания по этому поводу прекращаются. Вот. И мы просто этот вопрос проговорили, ребята пожали друг другу руки, и больше этого никогда не случалось. То есть, к чему я это говорила, я уже успешно забыла. Да, я говорила по поводу того, что что очень многие говорят, что мы не верим вот в эти поповские сказки. И вот я говорю всегда в воскресной школе, я говорю, ребят, священники могут быть разные. Потому что есть масса священников, которые говорят вещи, которые, в общем-то, не очень соответствуют христианской вере, если честно. Достаточно открыть проповеди нескольких священников, послушать их. Читайте всегда первоисточник. Для того, чтобы вас никогда никто не мог увести, как овцу за веревочку, в какие-то дебри, где Христом и не пахло. То есть читайте Евангелие,
просто, ну хотя бы по главе в день. Глава — это меньше страницы печатного текста. Читайте, сначала вам будет непонятно, потом будет больше понятно. Ну, кстати, Евангелие написано достаточно простым текстом и достаточно интересные там всякие притчи есть, поэтому это никого не обременит. Но почему очень важно знать всегда первоисточник? Чтобы отделять мух от котлет. Потому что, знаете, здесь вот мы через этот вопрос в семье тоже проходили, потому что в семье у нас сначала первой пришла мама к вере, потом пришла я, но я пришла не из-за мамы как раз. Мама меня, убеждая прийти к вере, делала ровно обратное, вот, ну, из сопротивления ребенка матери, это понятно. Я пришла к вере, потому что к вере пришли мои друзья, я стала им задавать вопросы, и так. Но крестилась я только в 29 лет. То есть, чтобы вы понимали, до 29 лет я жила абсолютно не церковной жизнью, я в церковь не ходила, кто такой Бог не знала. Евангелие не читала, Ветхий Завет не читала, знала только, что есть Библия, все. Вот, и, соответственно, потеряла мысль. У меня сегодня, знаете, был сложный день, потому что ехали мы опять 9 часов, и тут я увидела вот все эти комментарии, стала на них отвечать, да. И к чему я это говорила? К тому, что если вы знаете первоисточник, то вы сможете всегда определить, данный священник ведет ли вас в правильном направлении. Потому что уже были истории, да, такие, когда в России был священник, который там открывал скит, который там практически превращал православие в такую секту вокруг себя. Своей пастве говорил такие вещи, которые полностью не согласуются с учением Христа, насильственным образом там удерживал людей в монастыре и так далее. То есть мы от этого никто не застрахованы. Любую самую правильную, самую хорошую религию, самый хороший текст можно всегда извратить. Поэтому стоит читать первоисточники. Не смотреть на батюшек, которые ходят в роликсах и ездят на мерседесах, да, вот это классическая история, за что обвиняют церковь. Не смотреть на то, что церковь участвует в политике, хотя теоретически она не должна так в ней участвовать. Это мое убеждение, то, что я читала в творениях святых отцов. То есть церковь должна вести свою независимую точку зрения, заниматься духовным воспитанием людей. Сейчас все во многом не так. И даже если мы будем читать Евангелие, мы увидим, что там, например, не говорилось о том, что епископом должен быть монах. А сейчас это так. То есть много отклонений есть. Но есть Бог, который наверху, да, и который основал церковь. И вот эта церковь, она не только институт на земле, это церковь, то, что соединяет небо и землю. Именно поэтому за 2 с лишним тысячи лет, с тех пор, как Христос родился, церковь существует. Ничего больше не может похвастаться своим существованием. Менялись страны, политические строи и так далее, только церковь оставалась практически в той форме, в которой она есть. Вот православная церковь точно, у нас еще все старые обряды, наиболее близка, пожалуй, греко-католическая церковь к нам, католическая уже чуть подальше, там, ну, вот по нашему учению, да, это ни в коем случае я не говорю, что кто-то плохой, а мы хорошие. Вот, поэтому в данном случае просто люди, которые говорят, что мы не верим в поповские байки, не надо верить в поповские байки. Нужно просто читать Библию. И вы увидите, что если вы прочитаете то, что написано в Библии, а потом прочитаете данные современной науки, то вы поймете, что огромное количество данных совпадает. И чем дальше, тем больше наука говорит о том, что то, что сказано в Евангелии, совпадает с тем, к чему приходит наука. Потому что вот также среди комментариев был такой комментарий, что типа смерть, это если не будет смерти, то нет и жизни, потому что смерть это конец. Будьте готовы. Император Марк Аврелий, он сказал, что смерть – это окончание существования, поэтому нечего себя тешить какими-то байками по поводу вечной жизни и загробной жизни. Вы умрете все, и вас там черви съедят. Но это я уже объединила 2 комментария разных. Вот. Ну, во-первых, как я считаю, что если мы считаем, что Марк Аврелий был прав тогда, и что с тех пор ничего не изменилось, то можно, наверное, и так считать, конечно, но мне кажется, это немножко нас откидывает назад, веков так на много. Вот. И до сих пор сказать, что мы знаем все об устройстве мира, нельзя. То есть
Каждый день буквально, там, каждую неделю наука делает открытия, которые ранее были совершенно невозможно представить себе. Ну, представим себе, да, что в свое время считали, что Земля плоская, потом считали, что нет никаких бактерий, никаких вирусов и так далее, и вслепую люди действовали, только на основании наблюдений каких-то. И каждый раз наука-то развивается, сейчас уже начали говорить о нелинейности времени, о том, что понятие времени, понятие вообще пространства, оно совершенно другое. То есть вполне может быть, что смерть в том понимании, в котором мы ее видим, а мы действительно видим, что мы видим. Человек жив, вот он умер, он лежит, это труп, который разлагается. Но мы не знаем, что происходит с душой в другом измерении. Мы сейчас не можем пока доказать, что это за измерение, но у нас есть определенные знаки, по которым наши близкие с нами общаются. Вот у меня с Ванькой общения личного не было, а вот у мужа, например, к нему пришел папа. Когда его папа умер, то через день или два он к нему пришел, причем когда мой муж не спал, он пришел, он увидел в той одежде, в которой он, даже не через день, через два, это через день, через два после похорон. То есть это значит, что уже он похоронен был. Он пришел в той же одежде, в которой был похоронен, он разговаривал с мужем, на следующий день пришел еще один раз и даже пригласил его к себе. Сказал, что слушай, давай, может быть, ты со мной, потому что здесь так хорошо, и мне совершенно не хочется обратно на землю. Давай ты со мной. А муж мне сказал, нет, у меня маленький ребенок, двое маленьких детей, и мне нужно их еще воспитать, время мое еще не пришло. И папа как бы отстал от него. Вот. А у меня был опыт такой, что я читала канон о единоусопшем за свекра, хотя он не был православным, но я посчитала, что Господу Богу это абсолютно не важно. Вот. И читала за него канон. И в какой-то момент я услышала благодарность от своего свекра. Это случилось где-то, наверное, дней через, может быть, 20. 40 дней читается канон после смерти. Я за Ваньку читаю до сих пор, каждый день. И совершенно неожиданно, причем понимаете, что я не ожидала этого никак. Ваньке было всего 2 года, он спал очень плохо. Я такая абсолютно полуживая читала этот канон. Там мне ни о каких фантазиях вообще речи не шло, мне только дочитать и лечь спать было. И вдруг в какой-то момент я читаю этот канон, и вдруг, знаете, вот как будто внутрь головы приходит такое тепло, и голос свекра, внутри в голове голос свекра «спасибо». На венгерском причем, потому что венгер он у меня свекр-то. Вот. И я как-то в тот момент настолько была этому поражена, и я удостоверилась в том, что это очень важно. Именно поэтому, например, вот по Ваньке я читаю канон вне зависимости от того, как мне плохо, болит ли у меня голова, или я не сплю ночь. Я читаю, потому что я верю, что это для него очень важно. Безусловно, те люди, которые меня уже обвинили в психическом нездоровье, они имеют право это и дальше делать. Но могу сказать, что, конечно, все психи, они считают, что они здоровы. Вот. Ну, вроде бы мое окружение и мои люди, с которыми я работаю, не жаловались. То есть, мне кажется, мои мысли, они, в общем-то, не очень похожи на сумасшествие, скорее похожи на поиски истины. Но не мне судить, конечно. Вот. Что же делать, значит, с точки зрения религии, подведем итоги, да, я считаю, что нужно читать, не слушать байки, хотя очень много есть замечательных священников, совершенно замечательных, которые перенесли очень большой, и сами теряли детей, кстати, в том числе, и у них очень большой опыт работы с людьми. Вот я с таким священником встретилась во Фрайбурге, слава богу, он детей не терял, но он совершенно замечательный человек, который 20 раз подумает, прежде чем что-то скажет. И, безусловно, он мне не разбрасывался там никакими ярлыками по поводу меня, например. Хотя такое случалось. Вот мы, например, в баре с Ваней поехали, и я священнику покаялась в том, что я переживаю по поводу сына. Ванька болел тогда уже. Вот, и я очень переживала. Он мне сказал, это гордыня. И вот я, знаете, по сей день не могу с этим согласиться, потому что, нет, согласна я, что у каждого человека есть гордыня. Но в чем гордыня, когда мать боится за ребенка, я не понимаю. И, кстати, вот владыка Павел, с которым я разговаривала, когда Ваня ушел, он говорит, вы знаете, у него у мамы тоже, они были сосланы в Казахстан, и его мама потеряла 3 детей. От тех условий, в которых они жили сначала. У них была многодетная семья. Он говорит, конечно, мама до конца жизни по ним плакала. Это естественно. И мать, это естественно, что она переживает за детей, боится за детей. Но, сказал он, у Бога все живы, знаете, что ваша семья приобрела очень сильного молитвенника. Молитесь ему, просите его о помощи. Вот это сказал митрополит Павел. Я ему очень верю, потому что я с ним очень хорошо знакома, мы работали вместе, причем прошли через огонь, воду и медные трубы. Там
у нас в Венгрии была очень сложная ситуация. И, кстати, вот к нему тоже приходил его дядя, который то есть владыка служил тогда в Москве, а дядя умер где-то типа Караганды, потому что они туда были отосланы как раз. Они их ссылали, они были ссыльные, и вырос он в Караганде, сам владыка. Вот, и к нему пришел его дядя, про которого он даже не знал, что он умер. И он пришел именно в ту ночь, когда он умер, спустя где-то час после смерти, и пришел к нему прощаться. И он был одет в какой-то костюм, и владыка, когда приехал на похороны, увидел, что это тот самый костюм, который носил он, когда пришел к нему. И что-то там он у него спрашивал. Я сейчас, честно говоря, давно он мне рассказывал, поэтому я не вспомню, какой-то у них был конкретно произошел разговор. Но вот этот момент, когда он к нему пришел, он даже не знал. То есть это исключает тот момент, что человек себе что-то напридумывал. Потому что когда ты не знаешь про то, что кто-то умер, и этот кто-то к тебе приходит, то здесь, в общем-то, понятное дело, что явление присутствует такое, что кто-то пришел. И на самом деле для православных такие вещи достаточно нормально воспринимаются, потому что, ну, опять же, в православном учении первые 3 дня душа человека посещает места, которые она любила при жизни. И вот, например, в церковной школе Ваня учился в группе с одной девочкой, которая была на 3 года его младше, и она к нему пришла. Ой, извините, он к ней пришел ночью, причем эта девочка никогда не... Я уже рассказывала в одном из видео об этом, но сейчас повторю, потому что это в тему по нашим комментариям. И эта девочка, по словам ее мамы, никогда в жизни не видит никаких снов и никогда не просыпается. А тут она увидела Ваню, который на ногах на своих, а он к тому времени не мог уже ходить, ходил только с трудом, с костылями, на своих ногах пришел к ней, расспросил у нее, как она окончила школу, как сдала экзамены, спросил про общих знакомых, кто куда поступает и так далее. И она говорит, что я все время, а он, говорит, такой веселый был, мы с ним обнялись, он говорит, мне скоро идти надо, я пойду. Мы, говорит, с ним обнялись, а у меня, говорит, все время в голове была мысль, что что-то я должна у него спросить. И только когда он уже собрался уходить, я вдруг вспомнила, что он же болеет. И я его спросила: Ваня, а как ты себя чувствуешь? И он сказал, что у меня уже все хорошо, у меня уже ничего не болит. И ушел он, она говорит, был луг, покрытый цветами такими желтыми, и солнце, закат солнца вдали, и он ушел вот в солнце. Так вот, и такое было легкое. И она тут же проснулась, чего с ней вообще никогда не происходило. Она, говорит, как колунна засыпает, вот ее кладешь, и утром она просыпается. Она проснулась, это был час ночи, как раз в это время я разослала всем сообщение о том, что Ваня ушел, в том числе в чат церковной школы. Она вот проснулась и тут же увидела это сообщение. И потом мама ей сказала: обязательно запомни все, что ты видела, чтобы потом тете Кате рассказать. Но они меня тетя Катя называют. Вот, то есть, видите, опять же, можно сказать, что это просто сон, но уж очень как-то необычно это все. И также, кстати, в комментариях было очень много вопросов по поводу того, ну не очень много, а были вопросы по поводу того, что кто-нибудь вообще знает людей, у которых был опыт с загробным общением. У меня такого опыта, кроме вот этой благодарности от свекра, не было. У мужа был. И у меня одна слушательница и моя знакомая личная, она художник, ну, в свободное время художник, да, но кроме этого она работает в больницах, занимается лечебным массажем и лечебной гимнастикой, именно для тяжело больных. Она в течение жизни 3 раза была в состоянии клинической смерти, и там она очень много чего увидела, того, чего она не могла знать, особенно учитывая, что она первый раз оказалась в состоянии клинической смерти в 7 лет. И родители сначала решили, что она сошла с ума, потому что она стала говорить такие вещи, которые она знать никак не могла. Потом все эти вещи подтвердились. Вот, и я эту женщину очень хочу пригласить на канал. Она, конечно, будет говорить по-венгерски, но я уже выяснила, как сделать так, что просто заглушается звук. Я буду на русский переводить то, что она сказала, а для венгров, я не знаю, либо я какую-то вторую звуковую дорожку сделаю, еще не знаю как, либо тоже будет только эти самые субтитры. Либо я просто сделаю 2 видео, одно на венгерском, другое на русском. Вот. Я очень надеюсь, что вот ее опыт будет интересен, потому что у нее были ситуации, когда к ней приходили души людей,
умерших и просили что-то передать их ближним. И она очень часто отказывалась, но потом все-таки соглашалась. И вот это вот момент такой, что мне, как православному человеку, это очень сложно. Почему? Потому что у меня сразу возникает вопрос. А знаем ли мы, кто нам явится? Да? То есть знаем ли мы, что это вот от Бога, не от Бога? Я в этом плане, пожалуй, руководствуюсь тем, что, опять же, написано в Евангелии, в послании, по-моему, Иоанна Богослова, в котором написано, что плоды любви Бога, да, это там мир, радость, спокойствие, и перечисляет все вот эти вот положительные эмоции, которые могут возникнуть от посещения Божьей сущности. И потому что ведь на самом деле Божьей сущностью, в том числе и ангелу, может прикинуться и бес, то есть злая сущность какая-то, да, демон. И он может тоже прикинуться ангелом с крылышками. И вот здесь момент такой, что в плодах, по плодам этого визита вы узнаете, кто у вас был. То есть если этот кто-то будет вам говорить, ты самый лучший, ты продвинутый, ты там лучше всех людей, то есть будет в тебе взращивать гордыню, ощущение превозношения над всеми остальными людьми, то это как бы сущность явно не от Бога. То есть если мы вспомним даже Евангелие, когда приходил архангел Гавриил к Марии, он сказал ей, благословенна ты в женах, но потом сказал ей, что типа, да, ты родишь сына, который принесет себя в жертву. То есть как бы очень такое сомнительное, да, сомнительное предсказание. И, собственно говоря, опять же, мы видим в Ветхом Завете людей, которым, когда приходил Бог, они не верили этому и просили подтверждения, потому что все прекрасно понимали, что не абы кому можно верить. Но вот в данном случае то, что вот рассказывает эта женщина и как она рассказывает, мне кажется, что это ни в коем случае не прелесть в том плане, что она никогда она не считает это вообще за избранность, она не считает, что она медиум, она не считает, что она может вызывать кого-то, она никогда этого не делает. Мало того, что она пытается отбрыкиваться каждый раз, потому что каждый раз, знаете, очень неприятно, когда тебе просят пойти к кому-то незнакомому, да, вот пришел человек, говорит, я такой-то, пойди к моей маме, вот она живет там-то, и передай ей, пожалуйста, то-то и то-то. Вот. А эта женщина этого человека не знает, и ты себя чувствуешь, то есть представляете, да, если вот я на своем канале еще ничего такого не сказала, меня уже объявили в сумасшествии, теперь представьте себе, что тебе могут сказать, если ты придешь с таким известием. То есть, если она согласится на это интервью, я с огромным удовольствием это интервью проведу, потому что мне кажется, вот, по крайней мере, то, что она мне говорила, мне принесло очень большое облегчение. Потому что оно подтвердило мои догадки о том, что жизнь есть после смерти, и эта жизнь радостная. Потому что, кстати, Ванька тоже виделся вот этой девочке очень радостным. И среди комментариев был тоже мужчина, который, я так понимаю, тоже 3 раза был в состоянии клинической смерти и сказал, что это совершенно замечательное впечатление, что там огромные радости, возвращаться домой не хочется. То есть возвращаться на землю обратно не хочется. Вот, то есть, и да, и если вы помните, есть книга Моуди, по-моему, она так и называется «Жизнь после смерти», и есть фильм двухсерийный про Моуди. Это человек, профессор медицины, который делал опыты всякого рода по тому, как он тоже заметил, что люди, которые прошли через клиническую смерть, они очень много чего видят и знают из того, что им как бы не надо видеть и нельзя видеть. И он таких примеров очень много видел, потому что он был, по-моему, анестезиологом, если я правильно помню. Он таких примеров видел очень много. И он стал это явление исследовать. И даже когда он ушел на пенсию, он продолжил свои изыскания. И об этом снят фильм российский, двухсерийный, о его исследованиях. И вот там много людей приглашается дать показания, да, и он сам говорит о результате своих исследований. То есть это вот то, о чем тоже часть подписчиков говорила. Они говорили, что я не верю в поповские байки, но зато я верю тому, о чем говорили ученые. И называют целый ряд ученых, которые делали исследования в этой области. Потому что, что далеко ходить, кстати, мой сын старший, он фотограф, ну, в том числе, да, фотограф, он снимал интервью с женщиной, которая во время ковида, по-моему, 2 месяца пролежала в коме. Она была беременная, она была на ИВЛ, и она пролежала в коме. И во время комы она
прекрасно помнит не просто то, что происходило вокруг нее, но также, что происходило дома. У нее еще один ребенок был и муж, и она вспомнила, что они делали, куда ходили, во что были одеты. То есть то, что она никак не могла знать, потому что в этот момент она была не просто в коме, а к ней еще и никого не пускали. Потому что, если вы помните, в ковидарии, так называемой, никого никогда не пускали. Вот. И потом она очнулась и родила здорового ребенка, и несмотря на то, что у нее было 98% поражение легких, когда она болела. То есть совершенно такой потрясающий случай. И вот это интервью, к сожалению, не вышло, потому что началась как раз война, и всем стало не до интервью уже. Но интервью было такое записано с этой женщиной. Вот, это мой ответ на те вопросы по поводу того, есть ли у меня личный опыт. И здесь я высказываю надежду, что я кого-то приглашу, у кого такой опыт был и есть. Вот. Значит, по поводу того, почему хорошие уходят, а плохие живут, я вам дала религиозный ответ, да, но потому что я, в принципе, не знаю нерелигиозного ответа. Потому что если человек не верует ни во что, а верит просто в смерть, то, что она есть и она конечна, то здесь вообще очень сложно объяснить. Но вообще-то, честно говоря, у этого могут быть просто элементарно обычные, вот если так не уходить совершенно в божественные какие-то истории, то вот знаете как, ну вот рождается два человека здоровые, но у одного есть аллергия, у другого нет. Один там заболевает съел что-нибудь испорченное, моментально заболевает, у него там и рвота, и поносы, что угодно, а второй съел то же самое, и с ним ничего не происходит. Ну, элементарно просто слабостью организма может объясняться то, что хороший человек умирает, а плохой остается жить, потому что у плохого более сильный организм. Не потому, что он плохой, а просто он родился с более сильными генами, например, или потому что, может быть, мама была в лучшем состоянии, когда его рожала, потому что, мало ли, может быть, мама у другого человека болела как-то, то есть, на самом деле, ведь причин таких обычных земных человеческих можно найти очень много. И нам, как людям, невозможно принять уход своего хорошего, близкого человека, естественно, потому что мы не представляем себе, каким образом может произойти то, что Бог у нас забрал наше любимое существо. Но, понимаете, вот что я для себя поняла, что есть моя судьба, есть судьба сына. И они не равны друг другу. То есть я могу сделать все, чтобы спасти своего сына. Но болезнь была дана ему. И бороться с этой болезнью нужно было ему. И приобретать определенные качества в результате этой болезни тоже должен был он. Я приобретала свои качества во время ухода за ним, во время своего беспокойства о нем, во время своих страхов, во время моих молитв и так далее. Но это была история его жизни. И почему-то его история закончилась, несмотря на все наши попытки его спасти и попытки врачей его спасти, она закончилась для него плохо. Эта история, опять же, мне это безумно тяжело принять до сих пор. Я до сих пор лью слезы о нем. Я до сих пор, вот вы видите, вожу с собой его фотографию. Молюсь, разговариваю с ним каждый день. Да, потому что мне так легче. Можете считать, что я сумасшедшая. Но мне кажется, что любой человек находит для себя тот способ переносить горе, который для него подходящий. Моя вера в Бога и моя вера в то, что человек не умирает, она имеет намного более долгие корни, чем мой приход к вере. Я еще, будучи ребенком, мои родители были атеистами, абсолютно полными заядлыми, я еще, будучи ребенком, говорила, не может быть, чтобы человек просто умирал, потому что в этом нет никакого смысла. Наш мир слишком сложно устроен, потому что у нас слишком... Мы видим, что мы учимся в течение всей жизни. Ради чего? Если это никому не нужно, вообще нет смысла ни в чем. Зачем вообще что-то стараться делать, если ты все равно умрешь? Ну, давай тогда действительно ешь, пей, веселись, насколько возможно, и больше ничего не делай. Но почему-то люди, действительно есть привязанность к близким, есть какие-то очень сложные человеческие чувства и эмоции, которые не были бы нужны, если бы мы просто умирали. Я, например, абсолютно не уверена, что даже животные просто умирают, потому что они тоже слишком сложно для этого устроены. То есть я в течение всего времени считаю и буду считать, что человек не умирает окончательно. Вот
Причем вне зависимости от моих религиозных взглядов. Еще был, кстати, один такой комментарий, что типа вы слишком в Богу уверовали, обратились к Богу и поэтому потеряли сына. Я могу сказать сразу, есть канал, который я веду, там я рассказываю историю болезни сына, даю практические рекомендации. Он называется «Когда болеет близкий. Дневник мамы». И там вы увидите, что мой сын умер в больнице. И в течение всего времени он лечился у медиков, у лучших медиков. Мы заплатили огромные деньги за его лечение в одной из лучших клиник Германии и, собственно, одной из лучших клиник мира. И несмотря на все наши усилия, все абсолютно, вот такое ощущение, что мы со всех сторон утыкались в глухую стену. И с учетом того, что я о многом молилась Богу, все молитвы Бог слышал, а именно эту не слышал. Я могу объяснить это только тем, что у Бога были на Ваньку свои планы. И да, мне задают вопрос, как вы можете еще носить крестик и быть верующей, если Бог так с вами поступил? Бог со мной поступил точно так же, как Он поступает со всеми другими людьми. От того, что я буду хорошим человеком, и сын мой будет хорошим человеком, я не никак не буду защищена от каких-либо испытаний. Потому что если мы подумаем о христианстве, то христианство – это человек, это Бог, которого люди распяли. Бог, которого люди не приняли, несмотря на то, что творила им только добро. Мать, Богородица, которая потеряла сына на кресте позорной смертью. Да? Это люди, его ученики, которые тоже были кто распят, кто побит камнями, кого сожрали львы. И вот честно вам сказать, вот если так глубоко задуматься, то если Христос сегодня вернется на землю и придет в любую из наших земных церквей, я практически уверена, что из всех церквей его погонят палками, объявят еретиком и еще посадят в тюрьму. Вот, потому что человечество не изменилось. Поэтому в данном случае мы с вами, когда веруем, вообще вот мне кажется, христиане, когда веруют, они же не хотят купить себе за счет веры, то есть, Господи, я тебе поверю, помолюсь, а ты мне за это то-то, то-то, то-то и то-то. Но тогда это, понимаете, торг. Тогда это вам не к Богу. Тогда это нужно в какой-то банк, где есть международная такая валюта между небом и землей. Христианство вообще, оно о другом. Оно о духовной жизни. Оно о том, как очищать свою душу, свою, не чужих, очищать свою душу для того, чтобы готовить себя к загробному существованию наиболее комфортному и хорошему. Потому что если мы здесь привыкнем к свету, нас этот свет не напугает, когда мы туда придем. А если мы привыкнем к тьме и будем делать дела тьмы, то там мы не сможем быть рядом с Богом не потому, что Он нас выгонит, а просто потому, что мы не будем приспособлены к Его свету. Вот это мое глубокое убеждение, потому что я не верю в карающего Бога. Я не верю в Бога, который жарит грешников на сковородках. Вот, понимаете? Вот в этом плане я тоже считаю, что это байки. Точно так же, как я, например, считаю, тоже были вопросы, что а как вот ваш Бог, а есть Бог еще у мусульман, а есть Бог еще у кого-то. Вы знаете, я верю в Христа, но я вполне допускаю, что Бог дал каждому народу веру в соответствии с его темпераментом, устроением, географией, в которой он живет и так далее. То есть иудеи получили иудейство, там мусульмане получили ислам, то есть народы, которые живут в определенном географическом сегменте, получили ислам, у кого-то там буддизм. То есть не нам судить. Я, как человек, воспитанный в христианских традициях, моя страна воспитана в христианских традициях православных, я сохраняю православие. Я не буду смотреть на соседа, почему он буддист, а почему тот мусульманин, и плевать в него, и говорить, ах так, ты, значит, тогда попадешь в ад. Я не хочу, я судить не буду никого, потому что мне достаточно себя разобраться с самой собой, извините. Вот. И именно поэтому, да, я продолжаю носить крест, и даже 2 креста, потому что на мне крест Ванин и крест мой, потому что для меня крест – это не символ страданий, а символ воскресения. Потому что на крест Христос взошел, чтобы умереть и вывести из царства смерти всех, кто там был, вывести их в рай. И потом воскреснуть и забрать еще с собой, показать нам путь в рай.
Вот для меня это так. Можете называть меня что угодно, поповскими байками, там меня блаженной, какой угодно. Это мое убеждение. Я готова его защищать. Вот как мне кажется, до последней капли крови. Не знаю, как даст жизнь. Но мне сейчас сложно будет отречься от Бога, хотя бы просто потому, что там уже Ванька. Мне просто уже пути, наверное, другого нет. И да, мне кто-то сказал, вы не можете, вы боитесь смерти, вы все врете, вы думаете, вы говорите, что вы не боитесь смерти, а вы врете. Вы знаете, я не вру. Я думаю сейчас, что я не боюсь смерти. Потому что по сравнению с тем, как я относилась к смерти раньше, я к ней отношусь сейчас совершенно по-другому. Как оно будет на самом деле, я действительно не знаю. В этом плане этот человек может быть прав. Может быть, когда придет смерть, я ее испугаюсь в тот момент. Но на данный момент, вот по моему сегодняшнему устроению, по моему убеждению, я смерти не боюсь так, как я ее боялась раньше. Я не боюсь смерти родителей так, как я боялась раньше. Я не боюсь смерти мужа так, как я боялась раньше. Вот смерти сына своего старшего боюсь. Потому что это страшная трагедия для матери потерять сына. Я в этом убедилась. Но я, да, продолжаю носить крест, потому что в нем моя надежда, в нем моя надежда на воскресение, и в нем моя надежда на то, что я встречу моего сына. И христианство говорит о личном воскресении, то есть о том, что я, перейдя туда, сохраню, может быть, тело у меня не будет, или будет, но другое, имеется в виду уже обладающие другими характеристиками, но мое сознание, моя память сохранятся. Именно поэтому я смогу узнать своего сына, а он сможет узнать меня. И опять же, я не знаю, так ли это, но, как говорил Булгаков, и не только он, да, по одной из теорий, каждый человек получает то, во что он верил. Я предпочитаю верить в Христа. Я отношусь к тем людям, которые говорят, кто у нас, Достоевский, по-моему, так сказал, что если бы Христа не было, его бы был смысл выдумать. Вот я отношусь к этому. Я лучше буду верить в Христа и его воскресение, чем в то, что мой сын умер на всю жизнь, и там его жрут черви. Хотя черви, понятное дело, присутствуют в любом случае, хотя вот его кремировали, поэтому в его случае червей нет. Но в случае до обычных похорон они есть, и если меня похоронят просто так, то тоже и меня будут есть черви. Это понятно, мое тело имеется в виду. То есть я прекрасно отдаю отчет себе в том, что мой сын умер. Я не делаю никаких, у меня нет никаких иллюзий, что он вдруг оживет вот каким он был. Но я верю в воскресение мертвых, да. Я верю в то, что жизнь продолжается в другом измерении, которого мы не видим сейчас, и которого наша наука сейчас пока не видит, хотя некоторые уже, квантовая физика уже говорит о других измерениях, но пока еще не полностью готова показать нам что-то конкретное. Делаются уже, муж у меня прочитал очень интересную книгу, которую то ли ФБР, по-моему, издало по поводу как раз того, как переноситься в другое измерение. Я эту книгу еще не читала, поэтому ничего не могу сказать, но исследования по этому поводу совершенно точно ведутся, и в России наверняка ведутся, и в Америке наверняка ведутся, в Великобритании. То есть крупные страны наверняка эти исследования продолжают делать. Вот, дальше. Значит, по поводу реинкарнации. Вот, вы знаете, здесь, опять же, я ничего не могу сказать. Мне бы не хотелось... То есть я не знаю, что правда. Я верю в Христа, соответственно, там речь идет не про реинкарнацию, а про личное воскресение. Но вы знаете, кто я такая, чтобы сказать, что это не так? Кто я такая, чтобы сказать кому-то не верьте в это? Если вам легче в это верить, то мне кажется, что я судить точно никого не буду. По поводу миссии, вот вопрос такой, что по поводу миссии, да, очень многие люди говорят, что прошло очень много лет, а я до сих пор плачу, я не могу, не понимаю, зачем мне жить. И, ребят, я не могу на это ответить на этот вопрос, потому что у меня прошло всего вот 102 дня со времени ухода моего сына. Я не знаю, что будет через год, через 2, через 5. Я вижу, что у меня организм, да, от горя устает уже. То есть, безусловно, что сначала, знаете, на адреналине ты чувствуешь себя лучше. Вот. Но у моей любимой писательницы Ольги Назаровой я прочитала такое, что если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, и помоги ему. И тогда тебе станет намного легче.
И вот в это я, честно говоря, верю. Это не значит, что я кому-то даю какой-то совет. Но у меня были такие мысли, когда Ванька еще был жив и не болел. Ну, всегда что думаешь о том, что тебя ожидает. И вот я думаю, ну вдруг у меня с мужем что-то произойдет, потому что у него высокое давление было. Вот. Дети разъедутся, сыновья все-таки это не дочки. Они могут разъехаться в разные стороны. Я могу остаться в какой-то момент одна. И что я буду делать? Я тогда подумала про себя, что я обязательно пойду либо в детский дом волонтерить, или даже на зарплату куда-то, или пойду там в дом престарелых, или в дом там психоневрологический какой-то диспансер. То есть найду людей, которым плохо, и которым я постараюсь помочь. С того времени, да, мысль такая добавилась, что, например, в приют по уходу за собаками, за кошками тоже можно пойти. То есть, вы знаете, мне кажется, что если делать вот не хочется жить. Потому что, знаете, я ни в коем случае не могу давать советы тем людям, у которых, например, был единственный ребенок, и он умер. И мужа нет, и ребенка нет, и вот человек лежит больной, и больше никого нет. Вы знаете, я просто останавливаюсь перед величиной этого горя и склоняю голову, и я могу только с этим человеком вместе плакать и его обнимать, потому что нет слов, которые могут его утешить. И я могу говорить только про себя, что мне кажется, но опять же, я в этой шкуре никогда не была. И вот честно вам сказать, дай бог, чтобы никогда и не была больше. Но если бы, мне кажется, я была в этой шкуре, я бы постаралась действительно помочь тому, кому еще хуже. Вот, например, такому ребенку, у которого никогда не было любящих родителей, и который всю жизнь испытывает только вот больные дети какие-то, или просто дети очень одинокие, или старики, которых все бросили. То есть сделать что-то, причем во имя и в память об ушедшем ребенке. Потому что таким образом, мне кажется, мы поможем не только себе, но поможем и нашим детям там, которые нами там будут гордиться. И вот мне кажется, в этом можно найти смысл своего существования, если нет другого ребенка. Если вы не можете родить, если вы уже не в том возрасте, не от кого и так далее. То есть в этом можно найти, мне кажется. Но опять же, я очень надеюсь, что я вот этими идеями никого не обидела, потому что последнее, чего бы я хотела, это кого-то обидеть и расстроить. Вот, я сейчас еще посмотрю, да, что у нас еще, какие у нас были комментарии, да. Ну, по поводу того, что не радует ничто, это я уже сказала, да. Практически, да, вот религия как утешение против религии как барьером, тоже мы говорили о том, что для кого-то религия утешение, а для кого-то она источник раздражения, потому что я согласна, очень много импульсов, которые нас ведут к раздражению. Честно говоря, даже я, вот почему даже я, потому что я работаю как бы, да, в церковной школе, я много работала с владыкой Павлом, и я, в общем, человек воцерковленный, и вот именно в этом плане даже у меня бывают периоды, когда позиция церкви меня настолько не устраивает, что мне очень сложно себя заставить прийти в храм. И, кстати говоря, это прекратилось, когда вот Ванька заболел, потому что я поняла, что мне нужно причащаться, и я иду к Богу для того, чтобы молиться о сыне. И мне остальное не важно. Вот тогда я плюнула на все, на всю политику, на абсолютно все. Я подумала, знаете, вот как мне один знакомый сказал, что даже ржавое железо проводит электричество. То есть, еще, кстати, знаете, что я хотела сказать про священников? Вот у меня это в семье тоже тема такая, что все говорят, ай, какие у нас плохие священники, вот почему Господь позволяет, чтобы были такие плохие священники? Знаете, мне в этой ситуации жутко жалко Бога всегда, потому что давайте себе представим, я своим всегда говорила, вы смотрите, у нас в семье 3 мужиков, то есть папа, 4, папа, муж и 2 сыновей, да? Все, говорю, из себя очень хорошие, все умные, классные вообще. Кто-нибудь из вас ходит в храм? Дети мои ходили, да. Но кто-нибудь из вас хочет стать священником? Мне говорят, нет. Я говорю, ну а что вы тогда хотите? Церковь выбирает священников из тех, кто ходит в храм. То есть, соответственно, сейчас мужчин в храм ходит очень мало. И вот из них и выбирают. А как нам говорил владыка Павел, он говорит, вы знаете, церковь – это общество больных людей. Люди признаются себя больными, душевно, духовно, физически, и приходят к Богу. Церковь – это больница, в которой нет красоты, потому что там есть гниющие раны, там есть боль, там есть страдания, там есть крики и так далее. Не ждите от того, что в церковь придете, все будут с благостными лицами, с крылышками, которые машут за спиной. Церковь выбирает священников из тех, кто есть в распоряжении. Поэтому я последняя, кто буду обвинять священников, потому что вот из моей семьи верующей,
никто почему-то не пошел в священники. Как я могу судить кого-то, да? Вот если бы я воспитала, послала бы двоих детей, они бы пошли у меня и стали замечательными священниками, я имела бы хоть какое-то основание сказать, ну вот я же воспитала, хотя не стала бы этого говорить как верующий человек. Но, в принципе, вы знаете, это как равносильно тому, что вот есть замечательный преподаватель, и у него есть класс. И в этом классе есть, там, скажем, один отличник, три хорошиста, а остальные все из неблагополучных семей и плохие. Что мы будем обвинять учителя, что ли, в этом? Нет, потому что он работает с принесенным материалом, то есть он работает с детьми, которые есть, с ранами, с травмами, со всеми. И потом судить по тому, какие эти дети, об учителе нельзя. А получается, что мы о Христе судим по его представителям, по его священникам. Ну так во время Христа уже сам Христос что говорил? По словам их делайте, а по делам, то, что говорят, они слушаете, а по делам их не делайте. То есть уже в то время священники, прочитайте Ветхий Завет, прочитайте Новый Завет, уже в то время священники нарушали заповедь Бога и носили сан священника недостойно. И Господь с ними разбирался. Но дело народа было слушать, что они говорят, потому что говорят они, как правило, всегда правильные вещи. А по делам их не поступать. Вот лучше же, чем Евангелие, не скажешь. Вот, что еще было? Вот давайте я сейчас посмотрю. Так, как справиться, да. Перестал ходить в храм после смерти близкого. Ну, вот, знаете, это обида на Бога. Я как-то смогла ее преодолеть. То есть я посчитала, знаете, как, что я не могу знать столько же, сколько Бог. Я все время, я откуда-то прочитала сравнение с ковром. Вот жизнь как ковер с огромным количеством ниточек. И вот когда ты стоишь вплотную к этому ковру, ты видишь только огромное количество вот этих вот перепутанных ниток. И никакой красоты. Чем дальше ты отходишь от этого ковра, тем красивее становится узор. И поэтому, когда ты стоишь вплотную, ты не можешь понять, какую нитку надо оборвать, а какую, наоборот, вплести. А Бог видит это все именно издалека. Вот всю нашу жизнь видит издалека. Поэтому я видела, насколько с большой любовью Господь отвечал на мои молитвы. Много раз на молитвы в православном лагере. Это прямо на глазах у всех были такие чудеса, что просто по нашей молитве соборной. Да. Сколько в жизни моих родителей Бог их буквально спасал. Может быть, если кого-то заинтересует, мне напишут об этом. Я сделаю потом об этом специальный какой-то выпуск. Действительно были случаи чудесного совершенно спасения моих родителей от смерти, от какой-то тяжелой судьбы. В моем случае было несколько случаев исцелений по молитве сугубо. То есть не потому, что я не хотела принимать лекарства, потому что в тот момент их не было. И вот ты по молитве, и Господь тебе помогает. То есть я видела, Господь слышит каждую молитву. И раз Он не услышал молитву о Ване, значит, у этого были какие-то очень серьезные основания. У меня есть к Богу доверие настолько, что я думаю, что я все-таки не умнее Бога однозначно. Я однозначно обычная женщина, не имеющая никакого представления о судьбах мира. И если Господь считает, что Ему нужен мой сын сейчас, то да, с болью, с криком, ну, я вынуждена, во-первых, меня, собственно, никто не спрашивает, да, но я вынуждена его отдать. Если бы меня спросили, я бы отдала себя 100%. Вместо сына. И любой из нас принес бы в жертву себя вместо Ваньки вообще без единого слова. Но, к сожалению, не было такого выбора у нас. Вот. Вы знаете, наверное, больше я не буду сегодня говорить, потому что и так уже получается больше часа. Все равно люди не смотрят длинные выпуски. Если наберется какой-то материал еще, то я просто сделаю опять выпуск. Так что сегодня был 102-й день, в котором кроме дороги ничего не было, и я посчитала, что лучшим будет ответить на ваши комментарии, потому что мне очень важно мнение каждого из вас. Пусть даже оно негативное по отношению ко мне. Мы все разные, мы имеем право на разные мнения, мы имеем право на разные убеждения. И ни в одного из вас я никогда не плюну, даже если вы со мной абсолютно не согласны, считаете меня ненормальной, сумасшедшей и человеком, который пиарится за счет сына. Я с вами не согласна, но вы имеете право на это мнение. Спасибо вам огромное всем, кто меня слушал. Хорошего вам дня. Я вам желаю всем здоровья и желаю никому не терять больше ребенка. И выражаю соболезнования огромное всем, кто меня слушает и кто переживал потерю или переживает потерю в настоящий момент.
Я вас обнимаю, я очень вам сочувствую, я знаю, что это такое. До свидания вам всем. Спасибо.